сотовую систему и за новую, то, что и за новую систему одевания. Но об этом во всем позже. Алексей Чеботарев, это наш бренд-менеджер. Ну и, собственно, ваш покорный слуга Михаил Фурзиков, комьюнити-менеджер в Велране. Что же, собственно, вы просили больше всего, и что же мы решили сделать? Всеми любимые характеристики, такие как выдержка, выдержка, ярость, теперь только они будут находиться на самоцветах. Эти самоцветы будут инкрустироваться в драконий облик. А, собственно, самоцветы и драконий облик вы будете фармить на столь полюбившихся вам диких землях. Конечно же нет. Мы все знаем, как это вам все надоело, поэтому вы больше не увидите в игре ни самоцветов, ни драконьего облика, ни диких земель. И, собственно, возвращаясь к теме шуток, на 1 апреля мы сделали небольшой анонс, и многие из вас разозлились на нас, спрашивали даже, не стыдно ли. Мне, собственно, как автору того анонса и автору той шутки не стыдно. Почему, я расскажу чуть дальше. Ну, что же, собственно, нас ждет в следующем обновлении? Презентация называлась Winter is Coming, соответственно, уже зимой мы будем играть в 7.0. Первый же вопрос, который всегда задается, какой же будет максимальный уровень в игре? Это 70-й, достаточно очевидно. Сюжет продолжит тему развития, это будут снова архитекторы. Ну и о самом главном, о системе одевания. Кому-то из вас нравился прямой дроп, кому-то нравилось собирать шмот по частям. Мнения разделились, но мы решили найти компромисс. Как я уже сказал, в игре не будет ни самоцветов, ни драконьего облика, и мы решили отказаться от долгого утомительного крафта. Часть экипировки будет находиться в прямом дропе, то есть убивая боссов, например, в рейдах, вы будете получать целую экипировку, а часть будет крафтиться напрямую, то есть из кусочков будет собираться целый предмет определенного качества. Экипировка, которая вам будет не подходить или которая будет устаревшая или ненужная, вы сможете перековать. Обо всем этом подробнее расскажет чуть позже в отдельной презентации Андрей Кудаев. Ну, об одевании будет позже. Перейдем к теме, которая волнует, наверное, многих больше даже, чем это. Это судьба своих классов. Классы. У ряда классов были некоторые проблемы. Просто так мелкими балансными правками это решать не получилось бы. И мы решили сделать самое масштабное изменение классов за всю историю проекта. Все классы будут практически полностью переделаны для того, чтобы привести их к единому виду, чтобы они подчинялись единым правилам, для того, чтобы они подчинялись и работали по единому балансу. Прежде всего, у ряда классов были собственные такие особенности, как каноны, стрелы, фанатизм и так далее. Внутри студии у нас давно проходили мысли, что мана и энергия должны работать как ресурс, а не как бессмысленный ограничитель и усложнитель, поэтому они будут не у всех классов. Собственно, мана останется только у язычников, у волшебников будут только стихии, у жреца фанатизм, вот на первом скриншоте видно, что у него только полоска жизни есть. У мистиков будет стресс, тут второй скриншот. Я буду в стрессе по жизни. По поводу лартов давно уже шутили, что можно им добавить нотки, но у них, скорее всего, и будут. У инженера будет температура, у разведчиков стрел энергия, у храмовников каноны энергия, у воинов боевое преимущество энергия. Соответственно, классом в связи с этими изменениями будут нарезаны классовые панели. Ну, внимательно, у храмовников 4 барьера.
решили ввести для более яркого разделения ролей аспекты. В игре будет 5 аспектов классов. Это аспект защиты, он будет увеличивать здоровье, генерацию агро и увеличивать получаемое исцеление цели. Аспект исцеления, который будет увеличивать хил, эффективность защитных умений. Аспект нападения, увеличивающий наносимый урон. Аспект подавления, увеличивающий длительность контроля и снижающий время каста. Аспект поддержки, увеличивающий длительность бафов и снижающий каст-тайм. У каждого класса будет несколько таких аспектов, и не будет классов, у которых будет либо один аспект, либо все аспекты сразу. У каждого класса будет 2-3 роли, которые они могут эффективно исполнять. Ну, шмотки это самое интересное. У каждого класса будет гарантированно соло-таргет ДПС билд, в котором у всех классов примерно будет одинаковый ДПС. Эти все роли планируется сделать эффективными как в ПВП и в ПВЕ. Соответственно, например, танки, они смогут ворваться в толпу врагов, переключая внимание на себя, дебафая кучу врагов, замедляя их, ослабляя и так далее. Как в линии. Хилы, помимо основной своей задачи, смогут увеличивать выживаемость союзников, баферы и дебаферы теперь станут более ярким таким классом и смогут снижать эффективность врагов, повышать эффективность союзников или увеличивать уязвимость к урону противника. Более подробно обо всех классах мы расскажем, наверное, позже в цикле статей на сайте, потому что рассказывать про это очень долго и исходно не сразу каждый поймет, потому что достаточно серьезные переделки, практически все классы были изменены с нуля. Ну и отойдем от технических подробностей немножко и поговорим о том, что будет приятно для ценителей прекрасного. Вот это базовые модельки экипировки. Многие из вас были недовольны, как выглядела у нас экипировка. Вот так это выглядит стандартная. И, соответственно, стандартное оружие, которое будет у вас. Изменения претерпят также святое оружие. Оно станет более брутальным. Тут видно монотрон, гитару и опять святое оружие. Как бы заявляли, боевых маунтов больше не будет. И, соответственно, в следующих картах судьбы некоторые из нас уже на ПТС могли видеть. Это маунты скорпиончики, они будут в картах, 4 раза. И вот такой костюм будет у тех, кто откроет, соответственно, оперативный признак отсюда. Вот такой маунт, он не боевой, он появится чуть позже, зовут его Гаур. Он будет аналогично Пегасу, Дрейку, таким вот маунтом, недорогим. А его особенность будет то, что у него будет защитный шум. Ну, вот такой костюмчик будет у тех, кто дойдет Дрейку. И возможно внесение изменений. То, о чем говорю сейчас я, это текущий вариант. И никто не гарантирует, что именно он попадет в обновление 7.0. Вы должны понимать, что всегда в последний момент могут быть найдены какие-то довольно серьезные проблемы, которые придется исправить, меняя какие-то из моментов представленной презентации. Ну, действительно, у нас нет новых камней, как видите, нет самоцветов, нет драконьего облика, нет склейки. Все, предмет не может использоваться для улучшения, простите. Новые характеристики. У нас есть 4 атакующих и 4 защитных характеристики. Что мы точно делаем? Ну, мы делаем примерно вот так. У нас расширяется количество атакующих и защитных характеристик. Мы, к сожалению, теряем в этой нелегкой борьбе ярость и выдержку. Возможно, кто-то хочет их, но вряд ли. То есть ярости и выдержки нет. Есть по-прежнему мастерство, беспощадность, решимость, стойкость, воля и кровожадность, плюс дополнительные характеристики.
они расширяют. То есть это, в принципе, тот же самый бюджет, они выполняют примерно ту же самую роль, просто у них другой функционал. Они во многом будут связаны с классовыми механиками. Как мы уже сказали, мы перерабатываем всю систему классов с нуля, сразу принимая в учет механики новых классов. То есть, знаете, что у некоторых классов будут саппортиться их механики частью статов, у других другой частью статов. Частично мы возвращаемся к тому, что у каждого класса есть приоритетная характеристика. Причем они могут зависеть от сочетаний классов и спеков. Они по-прежнему делятся на две группы. На каждом итеме экипировки есть и одна группа, и другая. Но при этом не на всех слотах можно будет найти все характеристики. Мы хотим дать наибольшую возможность выбора и комбинирования статов. Наконец-то в игре нужно будет выбирать, что надеть, что выгоднее надеть в PvP, что выгоднее надеть в PvE, это важно. И поэтому на каждом слоте можете найти только определенный набор характеристик, подробнее будет позже. Итак, подробнее о них. 9 атакующих. Шанс крита, ну это старая удача, здесь ничего не меняется, она просто переезжает. Сила крита. Сейчас крит по умолчанию это x2. Мы говорим, что по умолчанию крит будет давать 150%, но вы сможете увеличивать этот параметр, выбирая его на своей экипировке, если захотите. Смотри, сколько будет. Шанс двойной атаки. У классов будет довольно много механик, связанных с проками, регеном классовых ресурсов во время нанесения урона или лечения, во время срабатывания каких-то обилок. Будет отдельный вид характеристик, который отвечает за то, что есть шанс, что ваша атака прокнет дважды. Микрофон, видимо, нет, жив. Если у вас есть веха, которая говорит, что вы регенерите классовый ресурс, когда наносите урон с этим спылом, есть шанс, что вы отрегенерите классовый ресурс, например, дважды. И урон нанесете дважды, правда, урон от второй атаки будет чуть снижен. Стремительность. Снижает откаты классовых спылов. У нас будут классы, которым будет важно чаще нажимать на кнопки. Алло, да. Мы компенсируем необходимость чаще нажимать на кнопки тем, что глобальный откат будет равен 1,5 секунды. То есть он станет чуть дольше. Ярость. Это не та ярость, которая была, это другой стат. Ну, чуть схожий по логике. Да, это фактически хилорез, но он будет работать не как капля текущая, когда у вас либо есть капля, либо нет. На цели вашего урона будет накапливаться барьер, но это фактически злой барьер, который поглощает хил этой цели. Ну, в проценте от входящего хила. То есть это более гладкое срезание, чем у текущих капель. И 4 стата на увеличение урона от конкретных элементов. Мы постарались максимально просаппортить в новых классах распределение по стихиям. У классов появятся вехи, которые будут говорить, что, например, теперь разряд бьет не световым уроном, а электричеством. То есть в классах можно будет выбирать, какие способности бьют каким видом урона, и подгонять под это статы на увеличение урона конкретных стихий. Защитные характеристики. Постараюсь побыстрее, чтобы народ, видимо, не скучал. Снижает полученный урон при падении здоровья, снижает длительность эффектов, препятствующих передвижению. Это PvP стат. И наконец-то у нас появятся итема, в которых будут PvP статы, и итема, на которых не будет PvP статов. То есть мы идем на разделение части, как минимум, итемов на два направления.
Незыблемость снижает полученный урон во время действия контролей. То есть, как только вас законтролили, вас сложнее будет зафокусить при этом. Это еще один PvP стат. Щит дополнительный, он будет очень полезен танкам. Получаемое исцеление увеличивается, опять же, будет очень полезен танкам и в PvP. И 4 уменьшения урона от конкретных элементов, опять же, для того, чтобы контрить конкретные классы. Если вы знаете, что в арене 3 на 3 маги, взявшие себе стихийный урон, вносят в вас очень много бурстов, вы увеличиваете себе именно защиту от стихийного урона и компенсируете частично эту проблему. Больше разнообразия. Мы хотим, чтобы игроки выбирали, в чем ходить. Причем выбирали не на старте аддона, а постоянно, грубо говоря, каждый день будет возникать выбор. Не сменить ли мне тот итем, который есть сейчас, на новый, который я только что получил. Например, пример итема. Критический урон, сосредоточенность. Обратите внимание на значение. Пример еще одного итема того же уровня и того же качества. У него другие характеристики, причем одна из них, и другие числа характеристик. То есть итема будут иметь разный бюджет. Теперь не будет такого, что любой фиол, там, скажем, 70 уровня, он одинаков. Нет. Будет фиол 70 уровня чуть хуже по статам и чуть лучше по статам. Причем это будет прямой дроп. То есть сегодня вам может выпасть итем, у которого 34 стата, завтра у которого 36. Послезавтра у которого 31, потом 29, 34. Разные комбинации статов, немного разное количество. Это примерно общий пример, сколько будет разных вариантов. Сейчас чуть позже. Нет, это всего разнообразие статов вообще в игре, комбинаций. Попозже вопросы, пожалуйста, попозже. Получение экипировки. Как? То есть, что всего или как? Часть слотов в прямом дропе, я могу сейчас точно сказать, что это будет оружие. Все виды, то есть это и луки, арбалеты, палочки, щиты, дуалы, двуручи. Оно будет падать часто. Его очень много разного, поэтому оно будет падать часто. Оружие будет выбиваться и меняться. Самое главное, те, кто хотят ходить и со щитом, и одноручем, и с двуручем, теперь не будут страдать. Вы сможете в любой момент иметь 2, 3, 4 итема на смену. Часть итемов будет создаваться в кузнице, но она будет создаваться напрямую, сразу. У вас будет рецепт, скажем, я хочу создать рыжий шлем 71 уровня. Вам говорят, принеси столько-то амальгамы, столько-то золота, столько-то компонентов. Получил, все, одел, ходишь. Компоненты. Это будут свои слоты. То есть падать будет оружие, шлем будет создаваться. У них будут характеристики по количеству. Компоненты. Компоненты добываются за ключи. Мы оставляем лимит, не волнуйтесь, никто не сможет, просидев сутки напролет в игре, обогнать вас. Нет. Ключи. Ключи тратятся по одному ключу после убийства босса на острове. Мы теперь не будем отнимать ключи при влете на остров, наконец-то, аллилуйя. Как только вы убили босса и получили из него лут, если у вас есть ключ, он потратится, развернувшись в лут. Вы теперь можете смело, что называется, траить вайпаться, вы не потеряете прогресс. Вы теперь можете смело летать в самые сложные сектора, теряете прогресс. 5. С ласта будет падать 2 и по одному с босса. Соответственно, так же как сейчас в пересчете, что 2 острова в день. То есть плейтайм мы не увеличиваем. При прохождении соло PvE активности мы меняем логику безвременья. По факту мы видим, что сейчас это фактически соло PvE. Мы актуализируем этот аспект.
Да, в соло можно будет одеваться в актуальную экипировку, но только до фиола. Дальше все-таки, если такой пройти как рейд, его нельзя пройти соло. При покупке реварда за астральный фарм на кораблях, довольно понятно, что мы не можем сказать от астрала, можно будет летать, убивать демонов, фармить и получать компоненты, фактически получать актуальную экипировку. Самое главное, при получении наград за ежедневные задания мы хотим сделать одевание до какого-то определенного этапа проще. Каждый день игроки будут заходить и находить несколько заданий, довольно простых, ежедневных, за которые будут получать часть компонентов, необходимых для крафта и экипировки. Для этого не надо будет летать на острова, для этого, возможно, можно будет сходить на БГшку и, например, выиграть 3 БГшки. Или пройти там одно ПВЕ испытание, или квесты. Количество наград. Смотрите, пока что в планах следующее. Мы даем 14 ключей в день. Соответственно, 5 ключей тратится на один остров, то есть 2 острова это 10 ключей, 4 ключа оставшихся, это вот эти ежедневные задания. При этом, если вы не зашли в течение недели, эти ключи у вас просто копятся, и вы потом их честно отлетываете на острова. Не обязательно делать эти дневные задания. Двухнедельный кап. То есть как сейчас. Можно на 2 недели уйти из игры, плейтайм не меняется, хранение ключей не меняется. И фанфары, овации, БГ, можно будет покупать компоненты у БГ-вендора, это будет актуальный итема, можно будет не летать на острова, можно будет просто сидеть на БГшках, драться, одеваться, радоваться, получать фан, но до легендарного качества, потому что есть рейды. И понятное дело, что ключи не тратятся в рейде, рейды чуть дальше. Reforge. У нас будет огромное разнообразие шмота, и понятное дело, что вам нужно будет как-то подбирать себе необходимые характеристики. Необходимые характеристики, например, у вас есть вот такой итем, например, с такими статами, зачитаю, 29 с половиной критического урона, 29 сосредоточенности. Мы можем превратить его в итем с 31 стихийным уроном и 31 сосредоточенностью. Например, это пример. Reforge не лимитирован. То есть рефоржить тема можно будет практически до бесконечности. У нас есть такая штука, как ладошка, бескорыстная помощь. Мы с ней можем добывать компоненты для рефоржа. При рефорже будет меняться не только значение стата с критического урона на стихийную эффективность, будет увеличиваться бюджет стата. То есть вы сами сможете выбрать из нескольких случайных вариантов, что взять. То есть вы создали в кузнице итем, у которого 29 стата. Это не так много для итемов конкретного качества и quality. Вы идете в Reforge и рефоржите его итерационно несколько раз, повышая каждый раз его статы немного, но все-таки повышая. Вот повышение, у вас было 29, стало 31. Смотрите, как будет происходить Reforge пока что в планах, опять же. Вы даете в кузницу итем, выбираете Reforge. Вам дается на выбор несколько вариантов. Первый вариант, тот же самый, который сейчас на итеме. Остальные случайные. Там могут быть случайные комбинации статов и количества из диапазона. Соответственно, вам не ролится иногда улучшение вашего стата, иногда улучшение другого стата. Кому как поведет. Небольшой элемент случайности не оставляется. Прогресс сервера. Это тоже довольно важный момент, который многих волнует. Как выглядит прогресс сервера сейчас? Всем знакомая схема, если так задуматься, это так и выглядит по факту. Одеваемся синие, одеваемся фиолетовые, одеваемся рыжие, одеваемся салатовые. Что мы собираемся сделать? Мы собираемся поменять схему в 7.0, и выглядит она будет примерно так. Нет, это не все. Нет, это тоже не все. И это не все. Вот это все. 4 сезона в одном. Мы сделаем итема, пока что в текущей схеме, возможно, числа изменятся. Это 71, 73, 75 и 77.
Эти тиры будут открываться в течение апдона постепенно. То есть мы сменим экипировку чаще, будем сменять экипировку. Догоняющим будет легче ворваться, потому что они смогут быстрее наверстать упущенный отрезок 71-го, собирая сразу 73-й, например. Важный момент. Ту экипировку, которую вы получили в первом этапе, то есть салат, кровный, вы не выкидываете. Вы забираете его с собой, увеличив его уровень. Вам не надо выкинуть старую экипировку и собирать новую. Если вы играли в первом этапе, и в первом этапе вы добились максимального успеха, это первые 3 месяца пока что по умолчанию, то вам не нужно будет, после того, как начнутся вторые 3 месяца, этап 73, вам не нужно будет начинать опять фармить зелья, си и так далее. Вы сможете перенести свои тема с незначительными изменениями, да, но в целом вы получите бонус по отношению к тем, кто не играл в прошлом сезоне. Но им будет легче вас догнать, потому что им нужно будет 73-й этап, 71-й. И самое главное, барабанная дробь. Кто догадается, что это значит? Вряд ли кто-нибудь, поэтому салат. Итак, у нас есть максимальная желаемая всеми салатовая экипировка. И у нас есть 4 тира: 71, 73, 75, 77. Что мы делаем? Мы делаем примерно следующее. Итак, салатовая экипировка будет либо создаваться напрямую, либо в прямом дропе. Для получения салатовой экипировки нужно будет проходить хардмод рейда. Обязательное условие — это самый топовый контент. Мы специально, для того, чтобы облегчить прохождение, уменьшаем количество игроков в рейде уже сейчас, чтобы оттестировать эту механику. На 71 уровне вы сможете получить только несколько слотов салатовой экипировки. Поскольку сам этап 71 уровня длится всего 3 месяца, понятное дело, что за 3 месяца нельзя успеть собрать весь сет. Вы собираете, пока что в планах это 4 слота. После того, как наступает этап 73 уровня, открываются новые боссы в рейде. С них вы получаете 73-й салатом другие слоты и улучшаете, не улучшаете без клейки, нет, сразу, просто вот так. Переводите свой 71-й уже существующий салат в 73-й. Постепенно к концу сезона вы одеваетесь в фулл салат. Те, кто не играл, скажем, первые 3 месяца, они все еще могут ходить в хардмод рейды, их могут собрать кто сагильдийцы, помочь. Понятное дело, что первый этап рейда будет легче проходиться в экипировке 73-го, например, уровня. Соответственно, вы можете догонять игроков, имеющих уже салат, но это потребует от вас несколько больших затрат. Так вот, фулл салат только в конце аддона, компоненты только в хардмоде рейда, в каждом из этапов только часть тимов, и тима можно превращать в более высокоуровневые, когда наступает соответствующий сезон. Наступил сезон 73, мы добываем компоненты 73 уровня, часть из них тратим на новые слоты, часть на то, чтобы свои предыдущие улучшить. Соответственно, в 73 на 75. Доступ к активности. Сейчас у нас есть жесткая полоска, которая говорит, что с какого-то момента можно будет пойти там туда-то. Эта система себя не очень хорошо показала, мягко говоря. И у нас есть 2 ограничителя: время и гирскор. Ограничитель по времени — это те самые 3 месяца, про которые я говорю. Плюс-минус несколько дней, возможно, там будут открытия чуть под праздники, например. Мы стараемся дать как можно больше времени на старт. То есть, если вы потратите на майские праздники, мы двигаем открытие. И гирскор. Мы не хотим ограничивать людей жестко. Если вы идете с максимальным прогрессом, так скажем, и уже собрали, например, full фиол первого этапа, то для вас на посещение откроются рыжие острова.
Более того, это не личный прогресс, ну пока что в планах, опять же, не забывайте, пожалуйста, что все это в разработке. Возможно, что-то изменится, нам бы не хотелось, но могут возникнуть какие-то непредвиденные проблемы. Так вот, у вас есть группа, 6 человек. Гирскора достаточно для того, чтобы лететь в рыжий сектор астрала. У 6-го, к сожалению, недостаточно. Скорее всего, мы постараемся сделать так, Гирскор будет браться либо усредненный, либо что-то вроде того. То есть это не жесткая граница, и можно будет брать своих друзей с собой, облегчая им прокачку до определенного этапа. Более того, механика сборки этих компонентов будет стимулировать людей к тому, чтобы паровозить, так скажем, да, если говорить на сленге, своих сопартийцев, потому что сопартист при паровозинге будет получать больше ускоренный прогресс, чем если бы он летал, ну, скажем так, честно. То есть мы не хотим, чтобы вы отставали от друзей, или чтобы ваши друзья не могли взять вас с собой. Мы хотим, чтобы вы побольше и почаще были вместе. Еще один важный момент, по которому в любом случае будут вопросы. Доминион и PvP-арены. Мы многое меняем в игре, у нас нет склейки, соответственно, у нас нет реальгара. Ну, казалось бы, нет, да, зачем он нужен? Но мы не забываем про Доминион. Мы вводим PvP-вендоров новых. Реальгар — это валюта для покупки у них. Ну, скорее всего, опять же, пока что это в планах. У них в продаже будет PvP, еда и вода, это расходники, это довольно предсказуемо. Реагенты для создания экипировки, скорее всего, мы сохраним ту логику, при которой ичья реагара позволяла одеваться быстрее. Вы сможете за реагар покупать компоненты, которые будут, ну, скажем, лучше, чем те, которые получаете с островов. Например, да. Реагенты для более эффективного рефоржа. Как мы помним, рефорж имеет шанс выдать нам статы чуть лучше. Мы сделаем компоненты, которые будут гарантировать этот шанс. То есть, если вы рефоржите за реагар, вы точно увеличите немного силу итема. Ну и на самом деле это еще не все, идей довольно много, это просто пока что рано их все перечислять. И да, это все. Спасибо, и теперь вопросы. Давайте, да, по очереди. Ну, молодой человек первый поднял руку. Да, наемники останутся на островах.